Привет! Вы на канале Aeroportal. Вам понравился ролик про двигатель PD-35, поэтому в этом видео речь пойдет о двигателе, который без преувеличения является ключевым компонентом в главном отечественном проекте гражданского самолета МС-21. Это, как вы уже догадались, PD-14. Ведь именно от успехов в разработке, производстве и сертификации данного двигателя будет зависеть будущее МС-21 и его дальнейший выход в небо. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу в ВК и на наш Рутюб канал. Это наши запасные аэродромы, и начиная с этого видео ролики выходят там на сутки раньше, чем на Ютубе. Ссылки вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Итак, PD-14, он же перспективный двигатель с тягой 14 тонн. Это первый в новейшей истории России турбовентиляторный двигатель. Последней аналогичной разработкой был двигатель PS-90A, который был выпущен в Советском Союзе в конце 80-х. Переходим к его ключевым характеристикам и сильным сторонам. Первое – двухконтурная схема. Двигатель имеет два контура, внутренний и наружный, что позволяет значительно повысить его эффективность. Второе – отсутствие смешения потоков. Каждый контур двигателя работает отдельно, что повышает общую эффективность и снижает расход топлива. Третье – реверс и шумоглушение. Двигатель оснащен системой реверса тяги, что улучшает управление самолетом при посадке, и эффективной системой шумоглушения, включая использование шевронов. Четвертое – высокоэффективный газогенератор. Двигатель построен на базе современного газогенератора с архитектурной схемой 8+2, что означает 8 ступеней компрессора и 2 ступени турбины. Пятое – трансзвуковой вентилятор. В конструкции используется вентилятор с широкохордовыми пустотелыми лопатками. Это решение повышает эффективность работы двигателя на различных режимах полета. Шестое – композитные материалы. В гондоле двигателя используется около 65% композитных материалов, что снижает его вес и увеличивает эксплуатационные характеристики. Седьмое – система управления. PD-14 оснащен двухканальной системой автоматического управления САУ-14, разработанной компанией ОДК Star, что обеспечивает надежное функционирование и высокую точность управления двигателем. Полные технические характеристики вы видите сейчас на экране. Можете поставить ролик на паузу и ознакомиться подробнее. Переходим к его истории и хронологии событий. История PD-14 берет свое начало в 2006 году, когда было подписано соглашение о его создании. Работа над PD-14 стартовала в 2008 году, когда была утверждена концепция создания высокоэкономичного турбореактивного двигателя для МС-21. Основной целью проекта PD-14 было разработать двигатель, который бы соответствовал самым современным требованиям по эффективности, надежности и экологичности, а также был конкурентоспособен с лучшими мировыми аналогами, такими как Pratt & Whitney PW1000G и CFM LEAP-1A. Главным разработчиком и производителем выступила компания «Объединенная двигателестроительная корпорация», которая объединила ведущие российские предприятия в области авиадвигателестроения, такие как АО «Авиадвигатель», ПАО «Пермский моторный завод» и другие. С 2008 по 2011 годы велись концептуальные исследования, определение схем двигателя и базовые проектные работы. В этот период разрабатывались основные технические решения, которые легли в основу конструкции PD-14. С 2012 года началась активная фаза создания опытных образцов двигателя и их испытаний. Были произведены первые компрессорно-турбинные блоки нового газогенератора. В том же году был собран первый демонстратор двигателя, который прошел успешные испытания на стенде. Следующим важным шагом стало проведение летных испытаний. В 2015 году PD-14 впервые поднялся в воздух на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, что позволило проверить его работу в реальных условиях. В 2018 году двигатель PD-14 прошел все этапы сертификационных испытаний и получил российский сертификат от Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета. Этот сертификат подтвердил соответствие двигателя всем применимым нормам летной годности и безопасности. 2 года спустя, в 2020 году, состоялся первый полет МС-21 с установленными двигателями PD-14. В 2021 году, согласно информации Ростеха, было получено официальное разрешение на начало серийного производства, а именно была пройдена сертификация производства.
Годом спустя, в 2022, Росавиацией была одобрена установка данного двигателя на МС-21. И в 2023 году в ОДК сообщили о старте серийного производства ПД-14 в Перми. По официальной информации, на конец 2023 года было изготовлено 8 моторов ПД-14. Начало серийных поставок планировалось на 2024 год, а именно планировалось изготовить 12 двигателей, согласно информации от пресс-службы Пермского края. В 2025 году производственный план на ПД-14 следующий. Планируется изготовить 24 двигателя. А к 2030 году, согласно комплексной программе развития авиаотрасли в России, ежегодный выпуск должен будет составлять 160 двигателей ПД-14. Как я уже говорил в прошлых роликах, создание двигателя является очень сложной задачей, местами даже более сложной, чем создание самого самолета. Проект уже несколько лет как вышел из стадии на бумаге. Уже несколько самолетов МС-21 оборудованы данным двигателем, что в целом создает благоприятную перспективу для его будущего. ПД-14, по сути, является на сегодняшний день главным приоритетом отечественного двигателестроения. Ведь именно от него, как я уже говорил в начале ролика, во многом зависит успех будущего самолета МС-21. А вы как думаете? Каковы перспективы развития двигателя ПД-14? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК и канал на YouTube по ссылке в описании. До встречи!